Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Вам уже знакома эта заготовка из предыдущего видео. Это будет передняя стенка небольшой сумочки. Для задней стенки сумки я выкроила две детали. И я их сейчас разлиновываю для дальнейшей стежки. Для ускорения этого процесса я делаю это одновременно на обеих деталях. Между линиями 2 сантиметра. Вот я разлиновала. Это ромбы. Для уплотнения деталей в качестве прослойки я буду использовать серпянку. Эта строительная серпянка продается в строительных магазинах. Одна сторона у нее клейкая. Серпянка бывает шириной и 10 сантиметров, и 15 сантиметров. У меня это 5 сантиметров. Ну, я использую то, что имеется. Наклеиваю, отступив от краев, примерно на 1 сантиметр. Это припуски на швы, чтобы потом при сшивании край оставался не жестким. Серпянку я сделаю в 2 слоя для большей жесткости. Трудностей при шитье не возникнет, потому что здесь широкие ячейки и игла свободно через них проходит. Накладываю верхнюю деталь. Все то же самое я проделаю и с меньшей деталью, и дальше к машинке на стежку. И вот я простегала, и получились детали такие вот плотненькие, не хлипкие. И теперь я займусь молнией. Я подобрала молнию, и вот такие 4 детальки. Вот этот ограничитель, я его отогнула усики, и отсюда я его убираю. Теперь пришиваем вот таким образом. Я не указываю размеры, у всех они будут разные, но эти вот лоскутики мы подбираем таким образом, чтобы в готовом виде наша молния соответствовала по длине детали. Я пришила, лишнее срезаю, отгибаю. Теперь на большую деталь я молнию накладываю таким образом, чтобы бегунок у нас был внизу. Скалываю и притачиваю. Пристрочила, а дальше я накладываю деталь кармана, совмещаю срезы и пристрачиваю, оставляя по краям по 1 сантиметру. Вот я пришила и сделала отстрочку. Это нужно для того, чтобы под бегунок не попадала подкладка. Дальше берем меньшую деталь, прикладываем к другому краю молнии и притачиваем. Ну вот я сострочила, и теперь пристрачиваю второй край кармана. И также я оставляю по сантиметру незашитыми края. Пристрочила, и теперь я прошью по боковым срезам. А затем я сделаю еще одну отстрочку по верхней детали. И вот задняя деталь сумки готова. Такой кармашек у нас получился. И заднюю деталь я выровняла с деталью передней части сумки. На обеих деталях верха я вырезала квадратики со сторонами 2 сантиметра. Ширина донышка при этом получится около 6 сантиметров. Для небольшой сумочки такой ширины будет достаточно. И также в тех же размерах я приготовила 2 детали подкладки с джинсовой обтачкой. И теперь я соединю детали подкладки и верхние детали между собой.
И вот готовые детали сумочки. Наружную деталь я вывернула. Ширина донышка получилась 5 сантиметров. И вот на этом этапе надо пришить вот такие небольшие детали. Длина 12 сантиметров, ширина 2,5 сантиметра. Внутри я укрепила дублерином. И еще у меня нашлись вот такие две закругленные рамочки. Это от форменной куртки. Такие штучки от старых вещей я не выбрасываю. Пуговицы и фурнитуру я все собираю. Думаю, что многие рукодельницы также поступают. Вот эти короткие ремешки я пришью на боковинке сумочки. Сначала я пришью вот таким образом. Закреплю на булавочку. Затем, отвернув, вот таким образом я вставлю эту рамочку. И сверху я сделаю еще закрепляющий шов. Ну вот, девочки, пришила. Конечно, получается здесь очень толсто, потому что и ремешок приходится подворачивать, и попадает на шов. Но если помочь машинке, подкручивая маховое колесико, здесь не так уж много стежков. На швах приходится даже приподнимать лапку, чтобы протолкнуть, а игла должна быть толстой. Ну вот у меня все получилось. И теперь я вкладываю деталь подкладки внутрь, совмещаю срезы, выравниваю по окружности, закрепляю булавочками. И срез по окружности я обошью бейкой. Подобрала вот такую молнию, и мне надо оформить вот этот конец. Наконечника у меня нет. Для оформления я сшила вот такую трубочку. Она заужена. Я вставляю молнию с узкого конца и здесь расправляю и прошиваю. Вот я пристрочила и теперь выворачиваю. Заворачиваем вовнутрь край, закрепляем строчкой. Я не стала прошивать на машинке. Срез этот я закрыла потайными стежками, вот этими же нитками, и сделала расшивку вот такую. И здесь это вполне уместно. Верхний край сумки у меня обработан бейкой, как я уже говорила. И сейчас я вошью сюда молнию. Молнию я вшила. И теперь осталось сшить длинную ручку ремешок. Для изготовления ремешка я использую пояс от джинсов. Ширина пояса 7 сантиметров. Уплотнила дублерином шириной 5 сантиметров. Джинсы стрейч, и дублерин его стабилизирует. И дальше я подворачиваю припуски, складываю вдвое и прошиваю. Ручка шириной 2,5 сантиметра. Я решила украсить ее вот такими незатейливыми стежками. Вот такая она с обратной стороны. По-моему, получилось неплохо. Осталось закрепить ручку на сумке. Ручки пришила вот таким обметочным швом. И в этом случае можно обойтись без машинной строчки, потому что нитки прочные, толстые. И вот в итоге такая в стиле боро и расшитая в технике сашико получилась прогулочная сумка.
Она устойчивая. Внутренние карманы я не стала делать. Здесь 2 наружных кармана. Большой вместительный карман. Сюда можно и кошелек положить, и телефон. Вот этот хвостик молнии можно заправить внутрь, спрятать его. Ручка-ремешок в готовом виде 110 сантиметров. Ширина сумочки 27 сантиметров. Высота 21,5. А ширина донышка, как я уже говорила, 5 сантиметров. Такая она. Внутри мне очень хочется узнать ваше мнение о моей работе. Принимаю любые замечания и советы, особенно советы. Невозможно все знать, мы все здесь учимся. Надеюсь, моя работа понравилась. Жду ваших комментариев и прошу вас делиться моими видео в соцсетях, а также с друзьями. И спасибо большое, что вы со мной. Желаю всем здоровья и благополучия. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.